Ребята, всем привет! Вы на канале Оля про Германию, и сегодня наше видео будет посвящено сравнению двух стран – Германии и Польши. У меня на канале уже есть видео, в котором я сравниваю эти две страны по общим показателям. Сегодня же мы будем с вами считать расходы. Для того, чтобы вам было сделать проще выбор, если вы собираетесь переехать в другую страну и выбираете между этими двумя странами. Если для вас актуальна эта тема, продолжайте смотреть это видео. Разбирать месячные расходы мы, конечно же, будем на моем личном примере, потому что, как многие из вас знают, 2 года мы прожили в Польше и уже вот как 10-й месяц живем в Германии. Поэтому мне есть чем с вами поделиться по части трат на жизнь в этих двух странах. Начнем с самой, наверное, главной и самой объемной статьи расходов – это расходы на жилье. В Германии, как и в Польше, мы снимаем двухкомнатную квартиру. Разница лишь в том, что в Польше мы снимали квартиру полностью мебелированную, в Германии же сделать этого практически нереально, потому что все квартиры сдаются без мебели. И я не устаю повторять это практически в каждом моем видео, посвященном недвижимости в этой стране. Потому что если вы собираетесь жить в Германии, к расходам на покупку мебели вам нужно быть готовым. Сколько же мы тратим на аренду? Наша квартира в Германии обходится нам в 1050 евро в месяц, и в эти траты уже включена коммуналка, вывоз мусора, отопление и прочие коммунальные расходы, за исключением электричества. За электричество мы платим сами отдельно, в зависимости от того, сколько мы потратили, и выходит это примерно 60 евро в месяц. Помимо этого, в Германии существует обязательный для всех расход – это плата за телевизор и радио, даже если вы таковым не пользуетесь. Эти расходы обходятся где-то в 17 евро с квартиры. Плюс пользование интернетом – это 25 евро в месяц. За все про все расходы на квартиру в Германии составляют у нас примерно 1150 евро в месяц. Как же у нас было в Польше? В Польше мы платили хозяину чисто за аренду квартиры 1800 злотых, что равняется на сегодняшний день 390 евро. Коммуналку в Польше мы платили отдельно, и она выходила где-то сверху 650-700 злотых, плюс за интернет с годовым контрактом мы оплачивали 70 злотых в месяц. Итого, аренда квартиры в Германии и Польше 1150 евро против 570 евро. Далее идут расходы на связь, я имею в виду сотовую связь. В Германии сим-карта с безлимитными звонками и смс-ками внутри страны плюс 6 гигабайт интернета в месяц стоит 15 евро. Давайте договоримся с вами, что будем считать все расходы на двоих человек. Соответственно, 30 евро в месяц на двоих у нас за связь уходит. В Польше сим-карта все с теми же безлимитными звонками и смс-ками внутри страны плюс 25 гигабайт интернета выходила у нас всего 25 злотых или 5,5 евро. На двоих получалось 11 евро соответственно. Следующая статья расходов – это расходы на передвижение. И если здесь в Германии мы покупаем проездной, потому что он для нас выгоднее, то в Польше мы проездной на месяц не покупали, а пользовались одноразовыми билетами. Но давайте сравним все по-честному и посчитаем, сколько в месяц у вас будет уходить на проезд в будни 2 раза в день, к примеру, с работы и на работу. В Германии, в городе Дюссельдорф, в котором мы живем, одноразовый проезд стоит 2,9 евро. Умножаем эту цифру на 2, мы же считаем 2 раза в день, и умножим на 22 рабочих дня. В итоге получается 128 евро в месяц на одного человека уходит на проезд. Если мы умножим эту сумму на двоих человек, то выйдет 256 евро на двоих человек, проезд в будни 2 раза в месяц. В Польше, в городе Гданьск, в котором мы жили, одноразовый проезд на общественный транспорт стоит 3,6 злотых, что равняется примерно 80 центам. Проведя все те же расчеты на проезд двоих человек в будние дни по 2 раза в день в Польше, будет уходить примерно 317 злотых или 69 евро. Следующий немаловажный расход – это еда.
В обеих странах мы совершали покупки примерно 4 раза в месяц, закупаясь продуктами на неделю. В Германии на один такой поход в магазин мы тратим от 80 до 100 евро, что составляет, соответственно, 350-400 евро в месяц. В Польше на один поход в магазин у нас уходило примерно 200 злотых, или 43,5 евро. Умножаем эту сумму на 4 и получаем 175-200 евро в месяц. Для большей наглядности приведу примеры стоимости некоторых продуктов в этих странах. Цены на хлеб в Германии начинаются от 1,5 евро, цены на хлеб в Польше от 3 злотых, либо 65 центов. Молоко в Германии стоит от 1 евро, в Польше от 2,5 злотых, или 50 центов. И последний наш расход, который мы сегодня рассмотрим, это, конечно же, не все, но основное – это походы в ресторан. Каждый наш поход в ресторан в Германии, чисто покушать без алкоголя, выходит примерно 50 евро на двоих. В Польше же мы укладывались в 100-150 злотых. Умножим эту сумму на 3, потому что мы ходим по ресторанам примерно 2-3 раза в месяц, и в итоге получается 150 и 100 евро соответственно. Пришло время подвести итоги этих основных расходов. В Германии в месяц на двоих уходит примерно 2000 евро. В Польше 4000 злотых или 900 евро. Разница больше, чем в 2 раза. Что, собственно, неудивительно, ведь по тем расходам, которые я перечисляла ранее, вы, наверное, заметили, что в Германии все выходит дороже примерно в 1,5-2, а то и более раза. Но тревогу бить рано, ведь и зарплаты здесь гораздо больше. К примеру, на 2021 год минималка в Германии составляет 9,6 евро в час. В Польше минималка меньше, чем в 2 раза. 18,3 злотых в час, что равняется примерно 4 евро. Все суммы я называю в брутто. Вас, конечно же, могут интересовать еще и некоторые другие расходы, помимо тех, что я назвала, поэтому назову вам еще кое-какие цены на некоторые услуги в этих странах. Поход в салон красоты и маникюр с покрытием гель-лаком в Германии вам обойдется примерно в 40 евро. В Польше 90 злотых или 20 евро. Наращивание ресниц также 40 евро или 130 злотых соответственно. Стрижка мужская 25 евро в Германии или 50 злотых в Польше. Женская 40 евро в Германии или 70 злотых в Польше. Фитнес-зал в Германии при годовой подписке будет стоить вам 20 евро. В Польше 120 злотых в месяц. Причем в сумму 20 евро в Германии включен только сам фитнес-зал. В Польше же за 120 злотых в месяц вы сможете посетить еще групповые занятия и сауну. В Германии же даже питьевая водичка в сумму 20 евро в месяц не входит. Что же касается цен на одежду, то всемирно известные бренды, такие как Calvin Klein или Guess, стоят в обеих странах примерно одинаково. Ну и какой же в итоге вывод можно из всего этого сделать? А вывод такой, что все в принципе соизмеримо. Если ты живешь в Германии и получаешь немецкую зарплату, то и немецкие расходы для тебя не будут казаться такими уж большими. Соответственно, если ты живешь в Польше и тратишь деньги по польским меркам, то и польской зарплаты там будет вполне достаточно для комфортной жизни. Ну что, друзья, я была рада осветить для вас эту тему. Надеюсь, я была вам полезна. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь и жду ваши вопросы в комментариях.